Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события на пороге февраля. Давайте узнаем, каковы эти события с первых недель месяца. Три главных события. И планетарно так у нас располагаются звезды, что нет ретроградных планет. И самая основная, я бы сказала, планета, которая будет оказывать как раз влияние на февраль месяц, это Уран. И это происходит немножко раньше, в конце января. Уран 27 января выходит из ретро в прямое движение директное, и это могут быть даже днями раньше, 25-го, у кого-то 23-го, какие-то события в вашей жизни, которые, как какая-то итоговая форма, или вам словно необходимо с чем-то определиться. И если мы говорим уже про события февраля, 10 февраля новолуние, и оно совпадает как раз с началом Нового года по китайскому или восточному календарю. Теперь у нас уже год дракона. И 19 февраля выравнивание планеты Хирона с лунным узлом в Овне. Это то время, когда мы можем столкнуться с собственными психологическими травмами, с какими-то переживаниями. Это те раны прошлого, которые, условно напоминают о себе, и мы должны их залечить, одновременно пытаясь помогать другим. Ведь Хирон, как известно, это могучий кентавр, который был искусным целителем, он знал искусство врачевания. Он сумел излечить Ахилла, да, помним, Ахиллесова пята, но, к сожалению, сам пострадал от отравленной, как известно, стрелы Геракла. Здесь этот момент, когда мы можем словно от этого груза прошлого или от каких-то сложных обид, психологических состояний словно освободиться. И, мои дорогие близнецы, на этом все не заканчивается. Еще третье событие, это 22 уже февраля. И в знаке Водолей у нас будет две планеты, две гендерные планеты, Марс и Венера. Вопросы личной жизни, когда захочется что-то изменить в личной жизни, что-то, может быть, улучшить. И у каждого, безусловно, по-своему. Вот давайте мы узнаем с вами, что придет, что уйдет, и три главных события. Первая карта. С чего мы начинаем месяц? Что придет? А что уйдет окончательно? И достанем три главных события. Что же придет для вас? У кого-то может быть связано с конкретным человеком. Может быть, это ваша личная история. У нас выпадает король Пентаклей. Но это, в принципе, карта надежного, самодостаточного человека. Все же мы будем смотреть больше энергетику. И неважно, кто меня смотрит, девушки или мужчины. То есть, может быть, это конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Это те люди, которые делают себя сами. Они не надеются на авось. Это люди достаточно надежные, уверенные, на них можно положиться. И, может быть, вот такой человек приходит в вашу жизнь. Или какая-то ваша личная история, может быть, как пересекается, или что-то вы будете вместе планировать. Или это какое-то, может быть, недавнее знакомство, да, какой-то новый человек в вашей жизни, и вы хотели бы, чтобы он как-то задержался. Есть определенный интерес. Все-таки мы задаем такой основательный вопрос, что приходит. Для кого-то из вас это просто вопросы, связанные с финансами, с согласованиями. Может быть, для кого-то из вас построение карьеры. Но часто проходит именно личная история по этой карте. Поэтому приходит, в принципе, хоть по личной жизни, хоть по деловым, рабочим вопросам, как и уверенность, так и надежность, либо связанная с конкретным человеком, либо новые возможности. Что же уйдет? Интересно, ваша карта, понятно, не уйдет. Но по королю мечей, к примеру, помимо того, что, понятно, это энергия воздуха больше, да, мечи, как раз олицетворение ваших где-то энергий. И я могу тогда предположить, что какой-то вопрос у вас в течение февраля явно может быть закрыт. Может быть даже вопрос, дело, тема какая-то,
к которой вы приступите буквально в феврале, но значит вы, скорее всего, сумеете закончить. И еще нам говорит эта карта, поскольку это где-то ваш сигнификатор, что ваши какие-то задумки, планы, они вполне реализуемы. Вы действительно можете что-то начать и закончить. Или то дело, которое где-то длится длительный период времени. Вот здесь, наверное, с учетом Урана, правда, это как новые возможности, это как закрыть какой-то гештальт и уже с уверенностью планировать что-то на будущее. Или словно, знаете, как, ну, зеленый свет, правда, серьезный вопрос решился, а он, может быть, был как раз тем вот камнем преткновения, который, ну, где-то мешал двигаться дальше. Может быть, у кого-то вопросы, связанные с судом, или вопросы согласования. Может быть, и оформление, или, ну, есть какие-то походы к чиновникам или к представителям власти. Но что-то вот конкретное вы сделаете, поставите в чем-то точку. 3 главных события. Первую карту откроем. Десятка жезлов. Вообще это карта усталости. Это когда был какой-то режим многозадачности, и, возможно, в феврале он продолжится. Карта лишь говорит, не такая она крупная, но она говорит режим труда и отдыха. Вот, видимо, как само событие, вам нужно просто распределить будет самого себя, саму себя, чтобы хватило как и энергии, как и душевных сил осуществить все то, что вы наметили. Правда, для вас февраль очень продуктивный месяц, причем достаточно конкретный. И точно, 2 короля, по каким-то вы инстанциям ходить как будто придется, может быть, получать какие-то документы или подписывать что-то, согласовывать. И поэтому карта говорит, не забывай отдыхать. Как будто по этой карте сил у нас хватит. Но нам еще и о тех, может быть, вещах или, ну, каких-то занятиях ваших, в которые вы можете включиться, а карта больше советует делегировать какую-то рутинную работу кому-то другому. Или, ну, тоже какую-то деятельность, мои дорогие близнецы, кто может за вас сделать, когда ваше, наверное, желание и ваше участие, они не должны вас где-то обесточить буквально. Может быть, вы и думаете, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Но все-таки подумайте себе, нас карта призывает. Давайте мы немножко раскроем значение этой карты. Чем дело кончится? Ваш какой-то режим многозадачности, по мнению карт, конечно. Хорошо, кончится дело. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на решение вопросов. Кстати, на помощь высших сил. Ну вот если такое значение. По шестерке пентаклей, правда, как деньги вы получаете, может быть, согласования важные проходите, какие-то документы подписываете. По этой карте прекрасно делать карьеру, по этой карте открывать свой личный бизнес, может быть, планировать вторичный какой-то доход или выбирать, в принципе, вот где я буду зарабатывать деньги, каким образом ко мне будут приходить деньги. И самое время для амбиций. Чем дело кончится? Ну, действительно, это какой-то результат вы получаете. Поэтому тут можно только радоваться. Деньги будут, и вообще все в прогрессе. Само по себе, как продвижение вперед, уже нам карта обещает. Чем сердце успокоится? Давайте такую карту достанем. Успокоится ваше сердце, правда. Рыцарь кубков. Про любовь нам здесь где-то говорят. О хорошем настроении, о комплиментах, о подарках. Или о какой-то приятной поездке. Или к вам человек приезжает, может быть, вы будете планировать что-то. Или встречи какие-то. Но действительно это сердце успокаивается. Хотя по этой карте нет какой-то, знаете, дистанции на длительный период времени. Но наслаждаться моментом после усталости повод у вас будет, правда, сама по себе радость. И какие-то приятные либо встречи, либо, ну, какая-то душевная, любовная история. Вот буквально так. Давайте мы достанем совет от карт. Вот к этой десятке жезлов. Ну, вот посмотрите, пятерка кубков. Карта хандры, карта апатии, карта каких-то разочарований, что что-то я упустил или что-то у меня не получилось сделать. И карта-то ведь мелкая, она ведь о чем нам говорит? Как будто 3 кубка разлилось,
человек сидит, горюет, у него буквально траур, и он не видит, что за спиной еще два полных. Поэтому где-то, видимо, дела, работа, бизнес, то здесь прям полный порядок. И вроде бы нам говорят, и для сердца-то тоже позитив, рыцарь кубков. Но есть какое-то разочарование, может быть, вот либо что-то можно упустить из-за того, что вы будете уставшие. Помните, уставшие люди делают ошибки. Или, мои дорогие, по пятерке кубков это всегда недостаток, эмоциональный какой-то недостаток. Может быть, вы думали, что, ну, какая-то ваша личная история любовная как-то в другом ключе пойдет. И может быть такая вот, ну, как легкая хандра из-за того, что, ну, не все вот в том ключе идет, как я бы этого хотел или хотела. А карта нам говорит, ты увидь новые возможности. Может быть, где-то придется, ну, быть дипломатом и проводить какой-то, ну, вот такой средний вариант, когда и овцы целы, и волки сыты. Или обходить какие-то острые углы. Вы бы хотели сделать по-своему, а придется учитывать мнение оппонента по тому или иному вопросу. Ну, в отношениях, как будто с учетом пятерка кубков, чтобы, по крайней мере, избежать вот этого, если мы как карту совет рассматриваем, то нужно увидеть новые возможности. Вот, наверное, как раз этот самый Уран, который переходит в прямое движение. Это какая-то ломка шаблона. Не надо ожидать от людей того, чем они не обладают, не располагают. И где-то, если мы говорим про отношения, или быть готовым к тому, что у людей свое мнение. И, в общем-то, взаимодействие-то ведь оно как раз зависит не от того, что мы получаем ровно тот результат, на который мы настроены, а от того, как мы сумеем со всеми договориться и не упустить свое счастье. Может быть и так. Давайте второе событие. Ну, здесь вообще нам карта искренности. Это шестерка кубков, любая шесть– это победа. И тут кубки– это, да, может быть и про любовь, может быть и про какую-то дружбу, мои дорогие, чаще дружба, конечно, или отношения с теми людьми, которых мы знали. Или в прошлом они уже в нашей жизни были. И, кстати, вот второе событие. Связь с человеком, который вы знали, может перейти на новый уровень общения. Опять же, где-то с Ураном. Или какая-то была раньше переписка, может быть. По этой карте идет общение иногда на расстоянии. Вот тот человек, с которым вы хотели встретиться, скорее всего, либо вы будете планировать свою поездку, либо, кто знает, к вам приедет этот человек. И какая-то история личной жизни у вас здесь может измениться. И еще одна пятерка нам переворачивается. По этой карте, правда, у кого-то может конкретно проиграться отношения на расстоянии. Кстати, отношения с иностранцем или с иностранкой, такое бывает. Потому что если мы про недостаток, тут холодность во взаимоотношениях. И словно мы не можем понять друг друга. У кого-то конкретно нет взаимопонимания, мы словно говорим на разных языках. И у кого-то вот эти разные языки с учетом шестерки кубков, они проиграются как в реальности люди, каждый имеет свой родной язык, отличный от своего партнера. И умение, наверное, избежать где-то вот этого недопонимания, договориться, ведь по шестерке кубков, знаете, само по себе искреннее отношение, когда нет какой-то меркантильности, и приносит как раз вот эту душевность в отношениях, тепло. Для кого-то из вас, может быть, и придется заниматься финансовыми вопросами. И посмотрите, какие прекрасные карты выпадают, правда? Вот тут есть возможность как раз уйти вот от этой пятерки, от этого недостатка. Помните, вы словно, вот смотрите, словно вы на выборе. Почему где-то такие карты выпадают по две пятерки? Вы можете все обустроить так, что и деньги есть, и любовь есть. Пусть есть какая-то усталость, но значит будет и отдых. Может быть, тут больше нам сфера работы где-то. Или если отношения, то ну, через работу, через какие-то согласования. А если мы
смотрим на шестерку кубков, и здесь больше проигрывается какая-то ваша история и, возможно, любви, то тут как раз нам снова по девятке кубков дом, полная чаша, например, или это карта самодостаточного человека, когда все под контролем. Нам конкретно показан на карте хозяин ресторана, который поднимает кубок за свое здравие своих посетителей. То есть деньги, есть какая-то финансовая опора, есть, может быть, для кого-то, если это активно проигрывается, у вас на повестке дня стоит, вы хотите открыть свой бизнес или свое дело, свое творчество, свое ремесло продвинуть. Шикарно просто по этой карте. И рядом карта Иерофант, словно по судьбе. У кого-то это могут быть действительно согласования важные, а у кого-то вот эта личная история, когда прежняя дружба переходит на новый этап отношений. И по этой карте иногда идет венчание, то есть или когда мы оформляем отношения. Вот что-то такое, как и на работу, как и на финансы, мои дорогие, в целом на февраль благополучные карты. Ну, давайте теперь я сама достану. Чем дело кончится? Раскроем карту шестерка кубков для вас. Чем же дело кончится? Трансформация, правда? Ну, все зависит от вас. Либо умение договариваться, да? Позволяет, с одной стороны, какую-то историю вашу, причем с искренним, надежным человеком, не разрушить, мои дорогие, правда? У кого-то так проигрывается. Но для этого вам придется менять как будто отношения. Вот как раз на этот уровень переводить или меняться самому, может быть и так. Или вам делают предложение, мои дорогие, когда вы будете думать, что если мы говорили на расстоянии, меня заставит продолжение этой связи изменить свою жизнь. Или если я, допустим, буду продолжать какую-то прежнюю свою, историю любви, мне нужно будет самому или самой изменить свой образ жизни, может быть. Все же трансформация как будто неизбежна, но это приводит к тому, что вы будете счастливы. Вот насколько у кого хватит решимости, ведь это чем дело кончится, трансформацией, это не заканчивается. Это какой-то период, мы как будто идем, исследуя непознанную землю без карты. Но это старший аркан, это как будто вам какая-то история взаимоотношений, словно по судьбе. Давайте достанем, о чем же сердце успокоится. А здесь вообще паж жезлов – это сам по себе импульс или как какое-то известие, или ваше решение. Видимо, сердце успокоится каким-то решением. И по карте 13-го аркана, словно, я бы сказала так, одна история у кого-то проиграется, мои дорогие близнецы. Прежняя история заканчивается, и следом начинается какая-то другая. Или вы в чем-то в одном разобрались, расставили все по местам. И новая какая-то история вашей личной жизни, она уже практически на готове, с новым вдохновением, с новыми возможностями, но сердце успокаивается какой-то перспективой. Для кого-то из вас этот человек будет намного моложе вас, может быть и так, может быть, сам по себе интерес по пажу жезлов тоже может проходить. Или для кого-то из вас дети, может быть, вопросы с вашими детьми связаны. Или если, предположим, партнер ваш, мы все-таки рассматриваем историю как дружба и предполагается какое-то продолжение, кто знает, может быть, это как раз дети вот того нового партнера, и у кого-то проиграется, чем сердце успокоится, может быть, вы будете принимать участие. Но это не для всех. В основном это будет для вас, мои дорогие, что это какое-то известие окончательное, словно в чем-то решение ваше запускает вот эту самую трансформацию, и перед вами уже новые планы, новые проекты, новый вкус к жизни. Вот такое событие в личной жизни, но понятно, у каждого это будет какая-то своя история. Давайте достанем совет от карт. Просто шикарно. Девятка пентаклей – это карта самодостаточности. Знаете, по этой карте сразу все. Я не могу сказать, что эта карта про любовь или она говорит о какой-то душевности взаимоотношений. Нет, это карта самодостаточного человека, который сделал себя сам. И для кого-то из вас, правда,
какая-то личная история может закончиться, и вы, ну, как бы тут ни сложилось, вы все равно будете в плюсе, потому что по этой карте финансовый успех, или, может быть, вы предпочтете заниматься самим собой, продвигать свой бизнес или какое-то дело, больше уделять внимание работе. Все же у каждого по-своему проиграется 13-й старший аркан. То, что вы решение будете принимать, это факт. Но если мы рассматриваем как совет все же от карт, то нам надо удерживать позиции или что-то развивать дальше. Если вопросы касаются новых источников заработка или нового вида работы, тут надо быть прозорливому и внимательному. По этой карте словно вы сумеете просчитать на несколько шагов вперед. Эта карта в принципе как уверенного положения, в том числе и финансового на данный период времени и где-то на перспективу тоже. И правда, 2024 год для вас великолепное время, как для начала бизнеса, для расширения бизнеса, для построения карьеры, удовлетворения своих амбиций, развития творчества, какого-то своего ремесла и, безусловно, заработка. То есть как деньги, так и дела, работы, бизнес вас должны радовать, мои дорогие близнецы. Для вас успешный год. И не только 24-й. Именно за счет того, что планета Юпитер в мае, в конце мая месяца, входит в ваш знак зодиака на год. Это будет до конца мая 2025 года. Шикарно, 1,5 года. Третье событие. Королева жезлов. Интересный может быть такой персонаж, у кого-то человек, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец. Это тоже самодостаточные люди, которые, знаете, надеются на себя. И как бы их судьба не ставила на колени, они все равно поднимаются. Потому что это сильные люди. У кого-то может быть такое знакомство новое, которое в вас, словно, знаете, немножко в других энергиях, чем вы находится человек. По этой карте у нас проходит Овен, Лев, Стрелец, мои дорогие, и вполне вероятно, вас заинтересует какой-то человек, он захватит вас, все ваши мысли, вы будете думать, вам будет интересен ход мыслей этого человека. А для кого-то это может проиграться, ну, решение любых вопросов. И что отличает королеву жезлов? Она умеет хранить молчание и секреты, как свои, так и чужие. Может быть, вы будете где-то хотеть что-то осуществить. Кто-то из вас может находиться в этих энергиях. И тогда по этой карте словно мы не предвосхищаем успех. Никому ничего не обещаем. Быть больше, ну, где-то слушателем, нежели оратором. И вот это умение правильно работать с информацией, это, кстати, ваша сильная сторона или черта. Все же Меркурий, ваш планета-управитель. И с учетом каких-то своих собственных задумок, правильная работа с информацией вам дает возможность еще что-то организовать, совершить, согласовать. Любая идея, которая в последующем получит свое воплощение. Давайте, ну или взаимодействие с конкретным человеком. Давайте мы с вами спросим, чем дело кончится. Любовью. У кого-то, правда, проиграется знакомство новое, у кого-то старая вот история может закончиться, а новое начаться, мои дорогие, посмотрите. Или, если мы дела, работа, бизнес, чем дело кончится? Важными согласованиями. Может быть, партнерство по бизнесу у кого-то так. Пусть нам карта где-то двойка кубков больше про любовь, но и не совсем, поскольку между кубками у нас как будто плещется рыба, а рыба один из символов достатка, денежного удовольствия, какого-либо материализма и финансового благополучия. Поэтому тут нам сразу и для кармана, и для души, и для сердца, чем дело кончится, очень удачно. Но от умения договориться, правильно провзаимодействовать, понять, может быть, друг друга, будет очень многое зависеть. Как и в межличностных отношениях, по работе, так и в какой-то личной истории. Хорошо, а чем же сердце успокоится? Сердце успокоится. Посмотрите, карта хитрости, карта обмана, карта манипуляции. Кто знает, может быть,
Не совсем тут про личную историю нам как раз по третьему случаю говорят, а скорее о том, что вы сумеете со всеми договориться и где-то свою а, тему или свой вопрос решить благодаря тому, что вы сами более гибкие. Вы словно будете чувствовать партнера, понимать, в какую сторону развивается ситуация. Где-то, может быть, и будете хитрить, манипулировать, и что-то идет так, как вы хотите. Сердце успокаивается, что вы как будто кого-то перехитрили. Может быть, мои дорогие, вы столкнулись, у каждого ведь своя какая-то история, повторяюсь. Ну, может быть, был какой-то вопрос, который длительное время тянулся, вы не могли его решить. И вот тут, скорее всего, вы как будто перехитрите или найдете очень такое, ну, тоже интеллектуальное решение, чтобы какой-то вопрос закрыть. Причем закрыть так, когда всех это устраивает. Иными словами, договориться. Давайте мы достанем карту «Совет» на третье событие. Но здесь словно что-то по судьбе, правда. У кого-то одна история заканчивается, повторяюсь, и вторая начинается. У кого-то по работе огромные возможности. Карта 20-го старшего аркана, и это когда обстоятельства влияют на вас. С чем-то вы, ну, вам придется как будто провзаимодействовать, и это будет от вас не зависеть. Считайте это как, ну, может быть, счастливый не случайный случай или какая-то возможность, когда длительно тянувшийся вопрос вы можете закрыть буквально в суде, может быть. Иногда редко, но проигрывается этот аркан как решение окончательное суда, в чем-то точку вы будете ставить. Вообще это пороговое значение между прошлым и будущим. Карта говорит, ты просто понимаешь, что ты сейчас в моменте перехода, и для тебя уже в феврале где-то нужно ориентироваться на то качество жизни, которое ты хочешь получить. И по этой карте как раз словно высшие силы помогают. Ангелы-хранители за вами наблюдают, мои дорогие близнецы, и готовы прийти на помощь. Ну, наверное, Меркурий так это точно вам будет помогать. И по этой карте, это карта избавления от боли, избавления от страданий, от каких-то разочарований. И правда, как будто трансформация совершенно точно неизбежна. Какие-то вопросы вы закроете, вот не случайно выпадает ваша карта. Какие-то ваши намерения, не одни, видимо, раз выпадаете вы как карта-сигнификатор со своими желаниями, вы действительно к осуществлению, у вас что-то получается сделать для себя самого или самой очень хорошо. А от того, что будет освобождать жизнь, вам только будет становиться легче. С нужными людьми вы договоритесь. И вот это новое, как вдохновение, новый вкус к свободе по Плутону в Водолее, это точно. И в вашем случае это только в полный плюс. Это новый вкус свободы и каких-то возможностей начинается уже в феврале. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.